Алиса, стоп. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы начинаем трансляцию, как обычно, с лагов, а потом с приветствия. Несмотря на использование самых современных VPN-технологий, мы, тем не менее, все равно будем иметь, видимо, проблемы с трансляцией. Если у вас есть идеи, как это исправить в будущем, то пишите мне в личку. Я буду с интересом использовать новые технологии, пока работаем на тех, которые есть, и они нам какое-то качество трансляции обеспечивают. Каждую пятницу мы встречаемся, точнее каждую вторую. Вы задаете вопросы в телеграм-канале, я их озвучиваю здесь в эфире, даю на них ответы. Как обычно, стараюсь быть вам. Все ли хорошо? Все ли у нас идет по плану? Транслируюсь ли я? Видите ли вы меня? Попробую решить проблемы с задержками. Секундочку, проверим звук. Говорят, он тихий. Так тоже бывает. Да, действительно, звук был тихий. Сейчас лучше. Должно быть слышно. Ну, не обессудьте. Как можем, так и стримим. Сами понимаете, где мы находимся и кто против нас борется. Но мы все равно в эфире. Решил все-таки я не делать в записи, потому как вы меня отговорили. В Телеграме многие рассказали мне, что так неправильно и несправедливо, и никому не интересно будет меня слушать в записи. Должен быть прямой эфир, поэтому продолжаем в прямом эфире, несмотря на все сложности технические и политические. Почему-то вопросов в этой области оказалось больше всего. Вторая категория – искусственный интеллект. Нас всех интересует, как жить с его приходом. Третья категория – архитектура. Несколько технических вопросов, будет интересно на них ответить. Далее менеджмент. Всего пару вопросов, но тем не менее интересные. И последняя категория – философия. Как обычно, нам всем нравится поговорить о вопросах более глубоких, чем карьера и архитектура. Скажу, что в этот раз вопросы оказались весьма интересными. Их много. Мне пришлось даже удалить треть из них, потому что мы не поместимся в регламент. Ну, это здорово, что вы задаете интересные вопросы. Мне было трудно придумать, что на них ответить. Постараемся в экспромт-варианте это сделать. Поехали. Сначала 3 таких несложных разогревающих вопроса. Первый. Занимало ли несколько месяцев, и в какой-то момент кто-то мне дал коды для получения доступа к какому-то суперсложному оружию, внутри каким-то стратегиям, которые сразу же эту игру проходили до конца, и у меня интерес пропал, и больше я к компьютерным играм не возвращался. Но в те времена, помню, месяца 2 я потратил на это изучение. Я помню, что родители с удивлением наблюдали за этой активностью и спрашивали, зачем я этим занимаюсь, какую я от этого получаю выгоду. Я сам не знал, как ответить, но тем не менее играл. Дальше вопрос, что дешевле, отправить 3 человек облететь Луну или убедить в этом весь мир? Я думаю, что и то нужно. Нам нужны и реальные полеты на Луну, и нужна фейк-информация, в которой рассказывается о том, что кто-то куда-то полетел. В любом случае это прогресс, в любом случае это технологическое движение вперед. Это лучше, чем заниматься войнами, наркотиками, праздным ничего не деланием. Чем-то людей нужно занять, особенно людей думающих, людей интеллектуально напряженных. Пускай они летают на Луну, или пускай они рассказывают друг другу, что они на Луну летали. Что дешевле, не знаю. Я понимаю, что это вопрос такой риторический. Ну и третий. Почему Huawei не выпускает Harmony OS на глобальный рынок? Очень много апвоутов получил вопрос. Видимо, вас очень интересует операционная система компании Huawei. Думаю, что эта операционка создана в формате близком к macOS, то есть в закрытом формате, таком, который не предполагает раскрытие всех внутренностей на публичный рынок. Это, в моем понимании, операционка для собственного оборудования компании. За компанию говорить не могу, я
так же, как и вы, наблюдаю за этим со стороны, потому что никто мне, будучи даже сотрудником Huawei, никто не приходит и не рассказывает, почему компания что и как делает на глобальном рынке. Вы не думаете, что, находясь внутри компании, сотрудники в курсе того, что происходит наверху и что происходит стратегически? Совершенно нет. Мы такие же люди, как и вы, как внешние наблюдатели. Мы также наблюдаем за внешними процессами. Теперь вопросы карьеры. Первое. Вопрос звучит так. Вы говорили, что для успеха в управленческой карьере в крупной корпорации придется стать крысой, в кавычках. Это меня цитируют, действительно я так говорил, есть такая книга о менеджменте «Путь крысы», по-моему, так она называется, в которой автор, американец, дает нам советы касаемо того, как нам выживать в крупных корпорациях и почему нам нужно стать крысой, это его терминология. И дальше вопрос, не думали ли вы пойти путем крысы, меня спрашивают, ради получения власти, а затем уже воплощать ваши идеи, имея эту власть? Я думал, безусловно, в этом направлении, но навыков у меня нет для этого. Я не умею быть крысой, у меня не получится, я буду плохой крысой. И меня съедят более качественные, более грамотные крысы. Так же и у вас будет. Если вы не обладаете нужными компетенциями для этого пути, то ничего не получится. Точнее, более того, будет плохо. Вы должны даже не только обладать навыками крысы, сколько не обладать другими навыками и не чувствовать, что вы что-то упускаете, занимаясь грызней управленческой и политической. В основном путь крысы подходит для того, кто больше ничего другого делать не умеет. Он не инженер, он не технолог, он не маркетолог, не дизайнер, не DevOps, никто. Но он замечательно себя чувствует в политической игре. Он готов тратить дни, часы, недели на митинги, на встречи, на обсуждение чужих жен, на обсуждение чужих привычек, на обсуждение спорта, на организацию встреч с начальством и без начальства. Вот эта вся активность, она для меня лично выглядит как потеря времени. Но для многих людей это и есть жизнь. И, видимо, их даже обвинять не стоит, нужно просто их понимать. Но становиться ими трудно для тех, кому есть чем заняться другим. Дальше. Считаете ли вы обоснованным и справедливым условием трудоустройства, в соответствии с которым студент до окончания обучения не может претендовать на должность выше позиции стажера? То есть вас взяли на работу и говорят, пока вы студент, мы вас из джуниор-программистов вверх не поднимем и зарплату не повысим. Я считаю, что это можно воспринимать как справедливое решение, так и несправедливое. Смотря с какой стороны смотреть. И пытаться из этой позиции апеллировать к некому Всевышнему судье, который должен решить, что такое справедливо, что нет, думаю, что бессмысленно, будучи вами, автором вопроса. Я в целом считаю, что, как вы говорите, трудоустройство и претендовать на должность, все это слова из мира рабства, так или иначе. Вас так или иначе покупают целиком, как негров покупали 200 лет назад, так и вас покупают. Берут целиком, приводят в офис и говорят, это ваш дом теперь. Здесь вы будете жить 8 часов в день, 5 дней в неделю. На субботу и воскресенье мы вас отпускаем. Можете выйти и пойти погулять по своим делам. Вечером вас отпускаем, чтобы вы могли переночевать дома, могли по своим делам сходить, могли, может быть, встретиться с такой же рабыней и завести семью. Для этого мало ли, что меня из младшего раба не переводят. Глубже вопрос, копните глубже. А справедливо ли для того, чтобы трудиться, вы трудоустроены? Может быть, стоит трудиться на благо общества и себе на благо, а не ходить в офис и ждать, что вас там поднимут в должности и сделают из вас, повязку вам на руку повесят. У вас раньше висела беленькая повязка, как у младшего раба, теперь у вас будет зелененькая, потому что вы уже старший или средний. Вам уже можно не только хлопок собирать, но и в конюшне с той стороны.
Дальше. Какой seller point может быть у новых стартапов при условии, что код теперь ничего не стоит? Думаю, что это качество обслуживания кода. Действительно, код стоит копейки сейчас уже. Стоит то, что вокруг него. То, как мы его запаковываем и преподносим клиенту. Ну, саппорт, поддержка. Задача бизнеса – это соединить людей между собой, используя программно-аппаратные решения, если мы говорим о хай-тек бизнесе. Вы, с одной стороны, соединяете программистов, которых все меньше и меньше нужно будет для этого. С другой стороны, пользователей, которым все больше и больше нужны продукты. С третьей стороны, инвесторов. С четвертой стороны, тестировщиков. Находится софт. Раньше ценность софта была высокая, сейчас она снижается, потому что его можно делать быстрее. Но его, с одной стороны, мы говорили, если раньше можно было несколько лет жить на программном продукте, бизнесу жить, а то и несколько десятков лет, то сейчас жизненный цикл будет короче, значительно короче. Может быть, месяцы это будет, а может быть даже недели. То есть бизнес будет запускать, не знаю, торговую или ритейл-площадку для своих тысяч клиентов. И через несколько месяцев ее полностью сносить и запускать совершенно новую. Не модифицировать ту, которую мы построили 3 месяца назад и в нее уже вложили деньги, а полностью уничтожать вместе чуть ли не с базой данных. И с нуля полный рестайлинг делать и полный редизайн. И тогда нужны будут, думаю, все-таки код нужен будет. Я к чему это рассказал? К тому, что код все-таки нужен будет, просто его будет ценность, она по-другому измеряться. Не его, допустим, стабильностью, не его гарантиями устойчивости, а его скоростью смены и способностью быть смененным быстро. Так, насколько сильно повлияло знание и уверенное владение английским языком в вашей карьере? И дальше вопрос. Есть ли у меня, спрашивает автор, недостаточные знания сейчас, стоит ли мне сосредоточиться на изучении английского в первую очередь? В моем случае трудно сказать, что конкретно повлияло. Вообще в карьере, наверняка вам тоже сложно сказать, что именно влияло на тот успех или иной, который сложился. Что повлияло на то, что в вас влюбилась ваша жена? Ну, откуда вы знаете? То ли ваша красивая рубашка, то ли ваше знание английского, то ли ваша зарплата, то ли ваш, не знаю, там, красивый нос, что угодно. Неизвестно, много факторов, так и здесь. Да, когда-то я, приходя на интервью, пользовался английским языком, и это вроде бы помогало. Если бы знал я его хуже, может быть, не сложилось, а может быть и нет, а может быть наоборот, людям бы понравилось, что человек хуже говорит, и они бы почувствовали свое превосходство и с большим интересом бы взяли на работу меня. Вы никогда не знаете, когда зависть срабатывает в человеке, сидящем против вас, или наоборот влюбленность в вас, и он думает, какой вы замечательный специалист, как вы говорите на английском, как здорово, а другой подумает, вот сволочь, лучше меня разговаривает, или почти так, как я, или да ну его, возьму лучше того, кто едва-едва. Ну, советую вам, да, изучать английский. Вам просто это поможет в коммуникации, в чтении документации, в понимании продуктов, с которыми работаете. Да и просто другой язык знать. Разве это плохо? Мыслить на другом языке, вот что самое интересное. Это другая культура, и вы многое из культуры сможете этой почерпнуть, которая другая и которая иначе мыслит. У вас ваши мозги станут более... в них будет больше измерений. Вы будете видеть ситуацию с точки зрения русскоговорящего человека и с точки зрения англоговорящего человека. И это будет два разных взгляда на многие ситуации. Почему ведущие роли в современных компаниях занимают индийские коллеги? Это вы меня спрашиваете. Ну и там дальше уточнение, что, мол, у них технических навыков меньше. Здесь уже сложно сказать объективно, у кого каких навыков больше или меньше. У индийских или у испанских коллег, или у ирландских.
Но думаю, что у индусов в их культуре, в культуре Индии, в культуре той части света, большее внимание уделяется эмоциональному аспекту в бизнесе, в интерперсональных коммуникациях, чем в западных культурах. И даже есть исследования на эту тему. Когда-то очень давно они были популярны в сети, где показывали разницу между западноевропейским человеком и человеком Азии, человеком Востока. Было видно, что в решении конфликтных ситуаций у тех же индусов преобладает стремление к компромиссу, а у европейца или у американца или у нашего человека стремление к конфликту, к воинственности, к разрешению ситуации через нахождение победителя, через нахождение правого, а у них через нахождение спокойствия. Как бы сделать так, чтобы на выходе обе стороны остались в умиротворенном состоянии. А мы ищем, кто же прав, в чем сила, брат, в чем правда. И мы эту правду пытаемся найти в каждом в каждом повороте, на каждом конфликте. И, конечно, в менеджменте, особенно в современном западном менеджменте, куда более выгодны люди, которые стремятся к компромиссу, а не к разоружению и уничтожению противника. Почему так? Почему в современном бизнесе это важно? Этот вопрос сложный. Думаю, что можно сюда вкрутить конспирологию и сказать, что и нет-то, собственно, никакого бизнеса как такового сейчас. А есть давно разделенная на сектора мировая экономика, которая находится в одних руках, находится в руках одной группы людей. И корпорации, которые мы видим перед собой, типа Microsoft, Google, те компании, которых вы упоминаете, в которых индусы на главных позициях, это лишь такие карточные домики или такие ширмы, которые выглядят как независимые корпорации, как будто они между собой должны враждовать, как будто у них конкуренция, как будто это бизнес, капитализм и все, что задекларировано. Но в реальности это просто разделенные на две части, или на N частей, единый рынок. То есть представьте себе, что вы, например, владелец целой улицы или целого рынка. Вот, допустим, вы построили рынок большой, маркет, и у вас много фудкортов, этих небольших точек, где идет питание, продажа. Но все это ваше. Вы все зарабатываете. Вы зарабатываете на это. Вы владелец реальный. А в каждом фудкорте стоит нанятый вами человек. Кого вам выгоднее будет нанять туда? Индуса, который склонен к компромиссу, который не будет драться с соседом, который не будет с ним воевать? Или вы поставите туда агрессивного русского или немца, который устроит сложности, будет создавать. Конечно, вы возьмете того, кто спокойно... У вас нет задачи никакой конкуренции. Все будет работать и так. Вы завозите продукты, вы обеспечиваете приток клиентов. Это все ваше. Вам нужны просто представители в каждой точке. Этот продает шашлыки, этот продает шаурму, этот продает блинчики и борщ. Ну, хорошо, у каждого своя вывеска, и каждый со своей национальной идентичностью. У каждого своя национальная гордость. Каждый заявляет о своей независимости. Но мы-то знаем, что все это одно единое целое. Думаю, что поэтому. Вы задаете мне вопрос, почему, сначала вопрос, почему индусы на многих позициях. Мы пришли к тому, что они там, потому что они куда более, ребята, миролюбивые. А дальше, зачем нам миролюбивость? Вот вам ответ. Зачем? Это мой ответ, моя версия. Может быть, у вас есть другая. Дальше. Услышал недобучаться, и в этот момент бизнес вспомнит о чудаках, умеющих программировать без интернета и нейросетей. Это полная ерунда, конечно, и эти доктора наук, они просто потихоньку выживают из ума, они обычно старые доктора наук, и обычно усердно, усиленно и ожесточенно держатся за свои
убеждения и за свою карьеру, и за свою славу, и за свои прошлые успехи. И это неприятно видеть. Я сталкиваюсь с такими людьми очень часто. Чем ему больше лет, тем больше он убежден, что то, что он прожил, и то, что он знает, и есть истина в последней инстанции. Это вызывает исключительно жалость к нему в первую очередь, и если уж дальше он настаивает, то, конечно, и презрение в том числе. Истинный доктор наук, истинный ученый, он умеет увидеть новое и быстро поменяться. Вот способность отказаться от своего мнения, способность изменить его, способность подстроиться под ситуацию, это и есть настоящая сила ученого и да просто сила умного человека. Это его главная способность. И чем более он закостенел, и чем более он держится за свои убеждения, тем меньше он заслуживает уважения. Ни в коем случае никуда вайп-кодинг не денется. Все, закончилось программирование, стандартное, классическое. Никому больше умеющие программировать без интернета и нейросетей люди не нужны. Это просто вымирающее поколение. Если вы программируете руками по-прежнему, если вы не программируете через Claude-код или аналогичные системы, вы просто за бортом. Вы из прошлого поколения. Вы будете еще какое-то количество лет досиживать свои зарплаты. И на этом все закончится. И если доктора наук думают, что с ними будет как-то не так, и кто-то к ним еще вернется, и у них спросит, у каких-то чудаков, и скажет, ну-ка руками нам что-нибудь покодируй. Вы же слышали про этот, Claude Mythos, да, проект, который пару недель назад анонсировали, но вроде бы пока еще не открыли. Claude-код решает проблемы, которые люди решить не способны уже сейчас. Я руками не то что не программирую, я даже не пытаюсь программировать больше руками. Я понимаю, что любую проблему нужно только отдавать машине. И только она справится, не только она, а она справится быстрее, чем я, лучше, качественнее. Моя задача просто инструктировать машину, но ни в коем случае не программировать руками. Я 30 с лишним лет программировал руками, и все это в прошлом. То есть я этого больше не делаю. Так же точно должны сделать и вы. Не нужно держаться за ручное программирование. Все, время ушло. Дальше вопрос немножко к этому привязан. Нужно ли успевать за трендами в IT? И как развиваться в эпоху информационного шума? Обязательно нужно успевать за трендами в IT. Как развиваться в эпоху шума? Выбирайте для себя в общем шуме все-таки какое-то одно направление и держитесь его. Не будьте специалистом во всем. У вас не получится. И не прислушивайтесь ко всем трендам. Вот есть много вещей, даже перечислять не буду, в которых я не понимаю и не пытаюсь ничего понять. Я не пытаюсь туда влезать, не пытаюсь вникать. Я держу фокус на том, что мне кажется, мне интересно, и на том, что я более-менее понимаю. Но стараюсь прислушиваться к тому, что и вокруг происходит тоже. Безусловно. И стараюсь заставлять себя менять свое мнение, менять свое отношение к происходящему. Несмотря на то, что мне это подчас сделать больно и не всегда приятно. К этому же вас и призываю. Следите за происходящим и держите дальше два варианта. Учиться писать код вручную, как раньше, или использовать агентов и LLM. У меня для вас плохие новости. Вы можете, как факультативно, что-то такое делать, но это еще вопрос года, может быть, может быть 2. Через 2 года нужно просто полностью сменить всю систему IT-образования высшего. Нужно прекратить преподавать те дисциплины, которые мы преподавали раньше, и начинать преподавать новые дисциплины, к которым мы не готовы. Мы должны учить студентов совершенно по-другому. Это уже сейчас понятно. Писать на вчерашний день. Это не имеет смысла больше для студента современного. И учиться этому не нужно. Нужно учиться другим вещам. Каким? Дизайну, объектно-ориентированным методикам, принципам. Нужно учиться находить ошибки в чужом коде. Вот вам такой предмет. В каких вузах сейчас читают такой предмет? Искусство код-ревью. Или искусство код-ревью, написанного AI.
Вот такой навык нужен студенту. Как, глядя на код, который написала машина, разобраться в ошибках, допущенных машиной. Почему он такие ошибки допускает? Что нужно в промпте добавить, чтобы таких ошибок больше не было? Вот этот навык нужен студенту. Как определить? Для этого он должен знать, что такое многослойная архитектура. Для этого он должен ее руками написать хотя бы несколько раз. А я вам скажу, нет. Не должен он ее руками написать. Он больше этого не должен делать. Потому что то, что мы пишем руками, отличается от того, что пишет машина. Потому что те методы, которые используем мы при ручном кодировании, сильно отличаются от того, что делает машина. И этот разрыв будет увеличиваться. Код, написанный руками, читать будет все неинтереснее и все труднее и труднее. Мы будем ориентироваться в будущем, уже в ближайшем, на код, написанный машиной. Нужно учить студентов. Я не тривиальные вещи скажу, как промпты составлять, да, для кодингового агента. Но это самое простое. Но дальше вопрос, как читать те же промпты, которые в машине написаны, как взаимодействовать с машиной. Не просто один раз ей дать задачу, и она на выходе вам выплюнет результат. А как сделать так, чтобы тот результат, который создает машина, в итоге оказался достаточно живучим, чтобы мы дальше могли с ним работать, используя другие машины и людей в том числе. Как интегрировать программиста, пускай он так называется еще какое-то время, и роботов, которые тоже вносят вклад в кодовую базу. Вот эти навыки нужны. Никто этого не преподает ни в каких вузах. Продолжают по-прежнему читать C, C++, какие-то там, что угодно, устройство операционной системы. Это никому не нужно больше. Как работает операционная система? Все. Это ушло. Это не потому, что мы говорим, что студенты, мол, глупые, да, они этого не будут знать, не нужно их этому учить, они будут пользоваться. Это просто появился новый слой, новый уровень. Мы должны тоже перестроиться. Опять же, эти доктора наук, они должны сообразить, что то, чему мы учились 40-50 лет подряд людей, не имеет больше смысла. Людей этому учить. Все, что написал Дональд Кнут в своих книгах, в своем многотомном труде, это все прекрасная информация, она больше нам не нужна. Она нужна машинам. Ее пускай изучают LLM-ки. И они с этим замечательно справляются, они этим занимаются. Он для них написал. Нам уже больше это читать не нужно. Нам не нужно разбираться в том, как устроены алгоритмы. И что такое деревья, и как их сортировать, и что такое обход по дереву. Это все, что он придумал, он научил первое поколение, то есть машин. Дальше приходит второе поколение. Вот чему нужно их учить? Вопрос. У меня нет ответа. Я не знаю, чему именно. Я просто понимаю, что учиться писать код вручную – это терять время. Не занимайтесь этим. Дальше. Как отличить полезный вклад в open source от бестолкового? Имеет ли значимость, в какой именно проект мы вкладываем свои трудовые ресурсы? Как выбрать наиболее выгодный для себя и общества проект в open source? Не знаю. А как выбрать, какую книгу написать, какое стихотворение написать, которое было бы полезно для общества? Писатель, он не выбирает, он просто пишет то, что ему нравится. Он пишет стихи с утра, просыпается и пишет. Никто их не читает, то его оценят. Если нет, значит, он просто так писал и получал удобные open source проекты. Находите те, в которых уже много звезд, причем звезд за техническую сложность, не за просто популярность. Есть такие репозитории, в которых 10 файлов и 20 тысяч звезд. Это случайный успех. Смотрите проекты, в которых много сложного кода, туда пишите, и это однозначно будет играть вам в пользу. И последнее. Расскажите о своей самой большой ошибке в работе, разработке, менеджменте, карьере и так далее. Что бы вы сделали по-другому? Я как-то говорил в те далекие 90-е годы. И потом я бросил аспирантуру и решил, что правильно заниматься бизнесом, правильно становиться богатым. Прямо сейчас, здесь, время идет, я молодой, у меня есть энергия. Зачем я буду писать какие-то статьи и общаться с вот этими докторами наук, которые
как вы сами понимаете, они всегда примерно одинаковые, они всегда ретрограды, они мало что понимают в текущем состоянии дел и только тянут назад, туда, в свою молодость, в свое прошлое, которое давно ушло. Ну, я бросил. Вот это была ошибка, которую я себе простить не могу. Если бы не бросил, пошел бы все-таки по этой дорожке, то совсем иначе сложилась бы жизнь. Но, может быть, было бы хуже. Никогда не знаешь. Так, теперь про искусственный интеллект несколько вопросов. Первый. Предсказывают о появлении AGI, то есть Artificial General Intelligence. То есть искусственный интеллект, который, как я это понимаю, сумеет все. Мы будем ему, я так понимаю, что-то говорить, а он будет отвечать и так замечательно, что нам будет казаться, что он супер умный. Я, правда, не понимаю, чем это отличается от текущего чата GPT. Он, в принципе, так себя и ведет сейчас. Но кто-то предсказывает, что через несколько лет появится вот этот самый AGI, который в чем-то будет лучше. Я не знаю, в чем именно, что не хватает. Вот что этим чатам уже сейчас не хватает. Ну, может быть, я просто такой близорукий в этом вопросе и не вижу. Когда-то я точно так же не видел, что может дать нам ИИ в области программирования. Мне казалось, что мы как программируем руками, так всю жизнь это и будем делать, и еще много лет вперед. И все, что нам может дать ИИ, это просто какой-то более удобный поиск, ну, типа Википедии, типа Гугла. Ну, меня это не особо интересовало. Но сейчас, как сами видите, полностью сменилась парадигма программирования. Совершенно по-другому мы работаем. Ну, все поменялось, все изменилось с приходом Клод-кода фактически. Потому что чат GPT он не так сильно изменил, но мою жизнь, по крайней мере. Это просто для меня появился такой более удобный Google. Ну, немного с функцией генерации контента. Он может написать текст. Если Google только находит, то чат GPT еще и умеет дописывать, умеет выдумывать. Это было здорово, но не так радикально, как Клод-код, который за меня мою работу делает сейчас. Ну и дальше вопрос продолжается. Можно ли сравнивать AGI с ядерным оружием и как все это повлияет на всех нас? Стоит, наверное, Пелевина читать, если хочется прогнозов и влияния на нас. Он так и пишет. Он считает, что ИИ в ближайшее время попадет под запрет, он станет сравним с ядерным оружием, только некоторые государства будут иметь право обладать искусственным интеллектом выше определенной мощности. Но дальше вопрос, как это все будет интегрироваться с биологией, с живым процессом на планете Земля, с биомассой, с биоорганизмами. Пелевин предлагает, знаете, да, банки, в которых хранятся мозги, и таким образом продляется жизнь нас. Мы теряем свои тела после смерти, но мозг наш остается в живом состоянии и многие годы, многие сотни лет хранится в подвалах, в банках с подключенным к нему искусственным интеллектом, который обеспечивает живому мозгу жизнь после смерти. Может быть, вот что-то такое будет. Я тут не футурист, не футуролог, или как это правильно сказать, не фантаст, не знаю. Я не вижу угрозы от искусственного интеллекта. Ядерное оружие – это то, что влияет на биологию, на живые организмы. Можно бомбу сбросить, и большое количество живых организмов уничтожается. Это прямое влияние, с ним можно как-то оперировать. Что делать с ИИ? Да, он отвечает на сложные вопросы. Да, он может давать сложные рекомендации. Он может писать документы. Он может программировать. Он могут сделать роботов, которые будут ходить по улицам. Но все равно же за ними должны стоять люди, за этими роботами. Не знаю, фантастика – это не моя сильная сторона. Не предскажу вам ничего. Кроме того, что Пелевин уже сказал. Дальше. Компания оплатила подписку на Клод-код. Значит ли это, что я могу его использовать открыто? Какие вы используете паттерны управления секретами при работе с Клод-кодом?
один главный паттерн. Не храните секреты, то есть ключи, пароли, зашифрованные токены в открытом виде. Храните их в зашифрованном виде, а пароль для расшифровки должен быть, если это ваш компьютер, то у вас в голове, если это сервер, то в виде приватного ключа, который тоже лежит на сервере, и он для использования всех секретов берет свой приватный ключ и раскриптовывает на лету. Это не стопроцентная защита, но, по крайней мере, это гарантия того, что никакие системы анализа кода, анализа данных, анализа артефактов не уткнутся случайно в открытый пароль или в открытый ключ к какому-нибудь криптокошельку или в токен открытый. А все остальное, если вы понимаете под секретами ваш исходный код, я бы посоветовал не заблуждаться так сильно относительно ценности исходного кода. Какие у вас там секреты, что вы там такого напрограммировали, что нужно беспокоиться о том, чтобы антропик не получил доступ к вашему алгоритму? Ну, я не думаю, что такая настолько велика ценность ваших алгоритмов, чтобы антропик им заинтересовался, причем через такой сложный ход. Типа сначала мы берем это через интерфейс, через интерфейс этого клода и анализируем, что туда пришло, потом как-то это все реверс-инжиниринг делаем, потому что приходит-то все в токенах, а не в исходном виде. Ну, это чисто паранойя. Не напрягайтесь на этот счет совершенно. Используйте и, главное, не храните в открытом виде ключи. Потому что здесь, да, действительно может быть ошибка. Он случайным образом наткнется на пароль к базе данных, который лежит у вас открыто, он его отправит на сервер, он попадет, возможно, в переобучение модели и в какой-то момент где-то выскочит, у кого неизвестно. Это вполне может быть. Дальше. Когда вы используете агентов, они выдают код, который проходит ваши критерии качества или нет? Мне задают вопрос. Или приходится закрывать глаза на отдельные недостатки. Либо же приходится дожимать результат вручную. В общем, автору интересно, как я работаю с тем кодом, который генерирует для меня Claude-код. Я, если повезет, буду выступать на конференции через месяц-полтора. Конференции одного банка известного. И там буду рассказывать о том, как я вижу роль ИИ глобально в области разработки, в области IT, в области технических команд, софтверных команд. Небольшой спойлер, как я это вижу. Код, который мы пишем, а также все технические артефакты, типа база данных, все DevOps, скрипты, серверы, всевозможные там туннели, настройки, вот все, что есть в области технических артефактов, включая даже железо. Все это, если сложить вместе в одну большую кучу, положить это вот в центре стола и сказать, что это наш продукт, включая GitHub репозитории, включая CI/CD настройки, все вместе. Над этим всем построить такой купол, такую оболочку, которая закроет все, что лежит в центре стола. Весь продукт закроет целиком. Этот купол – это и есть ИИ. И дальше мы, люди, сможем разговаривать с продуктом только через ИИ. То есть мы будем говорить с роботом. Мы будем его просить что-то сделать с тем, что лежит там внутри. Еще немножко продвинувшись вперед по времени, через 2-3 года, мы перестанем не только хотеть, но и потеряем возможность напрямую работать с продуктом. То есть у нас не будет больше ключей для попадения терминалом на сервер. У нас не будет больше паролей к базе данных. У нас не будет больше возможности открыть исходный код. У нас не будет больше возможности редактировать файлы исходного кода. У нас будет интерфейс только с роботом. И прямой доступ к продукту будет каким-то супер исключением и будет караться на всех уровнях. Это будет запрещено и недопустимо. Да и нам это будет невыгодно и неинтересно. Нам будет трудно работать напрямую с продуктом. Мы будем работать только через оболочку.
И вопрос теперь в том, насколько мы эту оболочку сможем удовлетворить как поставщики информации. Она нам будет говорить, что ей нужно. Не мы будем роботу рассказывать о том, как нам изменить продукт и как нам модифицировать исходный код. А она будет, глядя на продукт, глядя на то, что внутри там находится, будет сообщать нам, людям, чего не хватает. Допустим, не совсем понятны требования клиентов. Мы будем идти разговаривать с клиентами, собирать информацию и возвращаться к роботу с информацией. Он нам будет говорить: слушай, не хватает железа, что-то у нас перегружены сервера. Мы будем идти в магазин, покупать новое железо, возвращаться, втыкать в нужный штекер, в нужный разъем в стойке и отходить подальше, понимая, что дальше все сделает робот. То есть они нас будут нанимать, они нам будут ставить задачи, а мы будем поставщики информации, мы будем уши и глаза для системы контроля всего, что происходит с нашим продуктом. Вот такой флип я ожидаю. Уже сейчас это выглядит примерно так. Я сейчас разговариваю с Клод-кодом, рассказываю ему, что нужно делать. Теперь скажи мне, мы так пойдем по этому пути, по этому или по этому? То есть он бы и сам пошел. Ему я особо уже не нужен. Он знает, как дойти до цели. Но ему нужна информация из внешнего мира. Информация, которой обладаю только я. Ну и в перспективе, наверное, количество такой информации будет уменьшаться. И что интересно, что общение с роботом, общение с этой оболочкой будет не только у программеров, но и юзеров напрямую. То есть пользователь будет обращаться не через нас, не через support team, не через product owner, не через requirements инженера, а будет напрямую прямо туда, потому что этому роботу, который захватил власть, ему выгоднее поговорить с реальным клиентом, чем разговаривать с промежуточным звеном, с каким-нибудь продакт-онером. Он готов поговорить с 10 тысячами людей, для него это не проблема. Зачем нам нужен был продакт-онер 10 лет назад? Ну, потому что мы не хотели, чтобы все 1000 юзеров, вся 1000, пришла к нам в Jira и создала 1000 тикетов. Пускай они лучше поговорят с точками поддержки, потом эти точки поддержки соберут информацию в общий котел, потом из нее сделают выжимку, потом это все попадет к продакт-онеру, и он решит вместе со скрам-мастером, что мы делаем на первом спринте, а что мы делаем на втором спринте. Но все это можно исключить, если мы напрямую к роботу дадим доступ всем пользователям. Робот справится. Он умнее, чем вся эта цепочка людей, которых можно сократить в перспективе. Но самое главное, чтобы робот не пустил нас к коду, не пустил нас к серверам. Вот так будет. И нужно уже сейчас учиться разговаривать. Он будет даваться нам из коробки, он должен нами быть настроен, дообучен. И вот это вот дообучение и будет составлять суть профессии айтишника. Не код писать, который там внутри, под оболочкой. Этого никто делать уже не будет. Это не имеет смысла. А обсудить с роботом то, как правильно было бы писать код. Что нам важно, что нам не так важно. Как мы видим дизайн и как мы не видим дизайн. Какие нам важны принципы в конструкции методов, классов, функций и так далее. А какие можно исключить из требований. Вот этот язык более высокого уровня, он и будет определять жизнь айтишников. Так, дальше. Может ли ИИ контролировать качество работы разработчиков? И как при этом не обидеть разработчика? Думаю я, что не может ИИ контролировать, оценивать качество работы разработчика, потому что для оценки качества, особенно девелопера, программера, если мы говорим о классических программерах, которые, как мы уже поговорили, стремительно исчезают с рынка, они больше, конечно, не нужны будут. Но если мы возьмем того человека, который кодит и... давайте так. Забудем про людей, мы их уже исключили. Представим, что у нас есть один робот,
который оценивает качество продукта или качество работы кодера. И второй робот, который и есть кодер. И вот нам нужно настроить первого робота так, чтобы он давал обратную связь второму роботу относительно того, что же он накодил и правильно ли выглядит его код, и нужно ли его поощрить. И при этом, как вы сами правильно заметили, нам бы его не обидеть. Робота тоже можно обидеть, только он, когда обижается, он не увольняется и не плачет, а он пишет хуже код, чем то, что он мог бы написать. Качество тогда имеет ценность и может как-то влиять на бизнес и на технологические процессы, когда оно детерминировано. Когда мы понимаем, что такое высокое качество и что такое низкое качество. Нам нужна четкая шкала, нам нужны четкие правила. Детерминизм – это основной ингредиент хорошей системы контроля качества. Искусственный интеллект, он по определению в современном виде, он не детерминированный. Он каждый раз выдает разные ответы. Он каждый раз путается в показаниях. Если его спрашивать об одном и том же много раз, вы сами это знаете, он может давать чуть ли не противоречивые оценки. Если с помощью LLM-ки делать анализ кодовой базы и просить программиста или робота корректировать свои действия относительно оценки, они очень быстро будут обижены и сбиты с толку. Именно благодаря отсутствию детерминизма. Поэтому должна быть третья сторона. У нас есть ревьювер, пускай это будет робот. У нас есть кодер, пускай это будет робот. И у нас есть точка, в которой определены критерии качества. И вот она должна быть жесткой. Эти двое могут быть мягкими. Кодер кодит, как он хочет. Он может каждый день кодить по-разному. Ревьювер может тоже ревьювить, как он хочет. Он может делать это по-разному. Между ними такой субъективный конфликт. Один со своим вкусом, другой со своим вкусом. Как у людей, так и у роботов. Но существует третья точка, в которой прописано жестко правило, что хорошо, что плохо. Некий свод законов, некий кодекс чести программистов или роботов. И вот такой кодекс или такой манифест должны вырабатывать оба робота, или лучше тот, кто наблюдает за ними. Так же, как и в софтверной команде. Вы должны создавать большое количество жестких контролеров качества кода. Много раз об этом говорил. У вас должно быть много стилистических чекеров, много всевозможных статических анализаторов, много систем контроля юнит-тестирования. Целые 2 тома я написал на эту тему. Вы знаете, книга называется Angry Tests. Сейчас 2-й том находится в ревью. Надеюсь, что мы через месяца-полтора его опубликуем. Там более 250 советов. Каждый в отдельном разделе книги, где сказано, как можно лучше контролировать качество. И все детерминировано. Там всего лишь пару глав посвящены искусственному интеллекту, в том смысле, что его можно использовать для контроля качества. Но сказано много раз, что это не лучший способ. Не потому, что он слабый сейчас. Даже если искусственный интеллект будет суперсложный, все равно нельзя его пускать в сферу контроля качества, потому что он как человек. Нельзя, чтобы меня, как программиста, контролировал другой программист. Это приводит к субъективизму, приводит к разочарованию с моей стороны, приводит к выгоранию, ко всему чему угодно. Если у вас в команде нет жестких правил программирования, нет большого количества стайл-чекеров, а есть просто какой-то умный код-ревьювер, который сидит напротив, умничает и рассказывает мне, как правильно, а как неправильно, мне такая команда не понравится. То же самое с роботом. Посадите вместо него, посадите суперумную LLM-ку. LLM-ка же, она пытается вести себя как человек. Она подстраивается под поведение человека. Она такая же, как человек. А через несколько лет она будет, как вы говорите, появится AGI, и она станет совсем как человек. А это же плохо. Я не хочу, чтобы мой код ревьювил человек. И робот не захочет, чтобы его код ревьювил человек. Роботы тоже захотят работать по тем же философским парадигмам, что и программисты. Они тоже захотят опираться на жесткие правила.
Так, дальше. Вопросы про архитектуру. Первый. Подскажите литературу про ООП, чтобы дать ее студентам, и у них было качественное представление об этой теме. Подавляющее большинство книг о объектно-ориентированном программировании дадут студентам традиционное, но, на мой взгляд, неверное понимание того, что такое ООП, отобьет у них охоту заниматься программированием, привьет им навыки и умения написания грязного софта, который потом ни они сами читать не хотят, ни их коллеги, ни LLM-ки. Хороших книг ООП крайне мало. Буквально раз-два и обчелся. Ну, поэтому я не смогу вам подсказать, вот, что с моей точки зрения стоит читать. А если читать то, что классикой является, то вы эти книги знаете и без меня. Идите в Google, пишите ООП, там будет десяток книг. Они все примерно об одном и том же. Они будут говорить вам одно и то же, просто разными словами. Где-то будет больше слов, где-то будет их меньше, но суть будет везде одна и та же. Можно одну прочитать и на этом остановиться. Прочитайте Роберта Мартина. Наверное, Clean Code — это такая наиболее легкая для чтения и как будто бы дает представление о том, что такое ООП в не худшем формате. Но главное, вот, суть понимания ООП, конечно, будет все равно неверным, к сожалению. Так, дальше такой вопрос провокационный. Сможет ли человечество слезть с JavaScript или он навсегда? Я не понимаю, откуда у людей ненависть к JavaScript. Я считаю, что язык прекрасный, если бы не TypeScript, если бы не последних 10 или 15 лет улучшений, которые туда добавили в виде классов, в виде ООП, который туда никак не относится и не должен был там быть. Ну и дальше появились фреймворки, которые эксплуатируют всю эту грязь, дизайнерский шум, который добавлен был, и мы получили, что получили. Но сам по себе язык, прочитайте, у меня есть на блоге статья, касающаяся JavaScript, буквально ее несколько месяцев назад опубликовал, где рассказываю, почему мне нравится язык и почему не нравится TypeScript и все модификации с JS, которые произошли. Дальше. Как лучше всего начинать разработку большого проекта? Начать с Git Workflow, внутренних правил кодовой базы или чего-то еще? Вопросительный знак. Типичная ошибка многих команд, которые я видел, в том, что они начинают с программирования, с функционала, и лишь потом, когда уже у них все, как они считают, работает, они начинают задавать вопрос о том, как же теперь этот продукт запаковать, как его покрыть тестами, как его интегрировать, как настроить деплоймент и как привести это все в форму, в которой клиенты могут продуктом пользоваться. Я рекомендую делать наоборот. Сначала, когда мы стартуем разработку, мы задумываемся о том, как настроить CI/CD, как настроить весь пайплайн, как настроить юнит-тестирование, как настроить интеграционное тестирование. Мы делаем это все с супер примитивным продуктом. Мы сначала создаем скелет, это за полдня, за день делается одним человеком. И потом вокруг скелета делается обвязка. Вся обвязка, которая касается полного деплоймент пайплайна. И когда пайплайны все настроены, продукт попадает к пользователю, и пользователь может его открыть, посмотреть, понажимать кнопки, только после этого мы начинаем, собственно, кнопки делать. Обычно все наоборот, и жалко видеть команды, которые много усилий тратят потом на организацию пайплайна, понимая, что их разработка шла бы куда быстрее и эффективнее, если бы они все настроили сначала. Ну и еще вопрос, что я думаю по поводу реализации полиморфизма на базе лямбда-функций, которые являются членами или атрибутами объекта. Мне не нравится такой дизайн, когда что-то в объект становится injectable, особенно если это что-то динамичное, типа функций. Теряется контроль за тем, что внутри у объекта. Кто туда что вставил, как они работают между собой. Лучше, когда объекты функционал свой расширяют путем добавления слоев сверху, а не интеграции функционала внутрь. Объект должен быть максимально
самодостаточен, максимально закрыт. Тогда его легче тестировать, тогда его легче понимать, легче отлаживать. Все будет вам легче. Так. Как получать больше денег в Xerocracy? Xerocracy – это платформа, которую мы используем для управления проектами, для менеджмента. Вы можете к ней тоже подключаться. Она во многом open source. И там принцип менеджмента отличается от классического. Зарплата и деньги платятся не за месяц, не за день, не за час, а за результат. Прислал pull request, мы посмотрели, приняли, ты получил деньги. Прислал pull request, мы посмотрели, не приняли, ты ничего не получил. Неважно нам, сколько ты над ним работал, много, мало, 1 час, 10 минут, 2 дня, никто ничего не получает. Но если ты прислал и мы приняли, нам тоже не важно, сколько ты работал, 5 минут, 10 минут и так далее. С появлением искусственного интеллекта берите себе Claude Code, покупайте подписку Max, открывайте любой тикет из тех проектов, которые в Xerocracy, реализуйте его с помощью Claude Code. Это займет у вас несколько минут, если вы правильно знаете, как дать ему команды. Присылайте pull request, зарабатывайте деньги. Вы можете 5 консолей открыть одновременно, как я это делаю, и в 5 консолях работать над 5 разными проектами, создавая большое количество кода, большое количество pull реквестов, зарабатывая при этом в 5 раз больше, чем вы можете, будучи просто соло-программистом. А то и не в 5, а в 50, потому что в каждой консоли Claude Code работает в 10 раз быстрее, чем живой человек. Вот вам способ зарабатывать несколько сотен, а то и больше долларов в день, а то и, может быть, в час. Еще было несколько вопросов насчет микроменеджера. Рассказывали истории о том, как у них есть микроменеджер, который в компании существует. И обычно он в роли начальника, он микроменеджер, то есть заставляет людей делать что-то конкретное, вместо того, чтобы дать им свободу делать то, что им кажется правильным для достижения поставленных целей. Что делать с таким микроменеджером? У меня есть статья на блоге, называется «How to manage a manager», то есть «Как управлять менеджером». У вас, большинство из вас, менеджеры бестолковые. Они делятся на 2 категории в основном. Первая категория – это менеджеры, которым ничего не нужно, и они ничего не менеджат. Они просто существуют, получают зарплату и занимаются своим карьерным ростом. Это первая, наиболее безобидная, безопасная, но и не особо выгодная категория, потому что они вас не будут тоже поднимать вверх и вашу карьеру никак не улучшат. И вторая категория – это микроменеджеры, которые считают, что их главная задача – это вас заставить что-то делать, и это можно сделать только путем ежедневного головника, который они вам устраивают. Вы должны с утра быть на месте, вы должны в обед отчитаться, куда вы пошли. После обеда у нас будет митинг часа на 4. И во время этого митинга вы должны быть активны, вы должны участвовать, вы должны показывать презентации. Если презентацию не принес, значит это плохо. К следующему разу обязательно с презентацией. И вы в этом всем огне находитесь и тратите свое время, жизненные силы, особо ничего не продуктивного не создавая, а только обслуживая обслуживая это буйство этих менеджеров. Они называются микроменеджеры. Почему? Потому что они дают вам инструкции, команды на микроуровне. Вместо того, чтобы поставить задачу в формате «к концу месяца мне нужно от тебя вот это», если ты это сделаешь, ты получишь столько, если ты этого не сделаешь, ты получишь вот столько, до свидания, будут проблемы, приходи. И человек уходит, месяц занимается, возвращается и получает либо по заслугам, либо его наказывают, как обещали. Это правильный менеджмент. А микроменеджмент, он будет каждый день несколько контрольных точек ставить, и он будет задавать вопрос, чем вы занимаетесь, что вы делаете, где вы сейчас. Вот вопрос, как дела, где вы и что происходит, это первый признак микроменеджмента, когда менеджеру важно, чем вы заняты. Если ему важно, чем вы заняты, вы имеете дело с микроменеджером. Как с этим бороться? Способов масса, но, наверное, самое простое – это держаться от таких подальше, то есть выходить из зоны его внимания. Например, постоянно срывать сроки и постоянно выглядеть как человек, который очень тупой и очень медленный. Тогда от вас микроменеджер отстанет, ему будет просто неинтересно вами заниматься, потому что вы не реагируете или плохо, медленно реагируете на его посылы. Он спрашивает, чем вы занимаетесь, а вы, все тем же, не получается, трудно, медленно. В итоге он перейдет к тому, кто более живой, и с ним его можно мучить с большим интересом.
Но и первая и вторая категория менеджеров, и тем, которым все равно, и те, которые микроменеджеры, они невыгодны вам в вашей карьере. Лучше, конечно, уходить из-под удара и искать какую-то команду получше, где менеджмент по-другому организован. Почитайте на блоге статью, я буду очень долго рассказывать, если здесь мы погрузимся в эту тему. Ну и вот вопрос, похожий на предыдущий. Сколько часов митингов вы проводите? Меня спрашивают. Сколько в день часов митингов я провожу? И сколько оптимально проводить? А сколько вредно? Это все вопросы. Ну, я стараюсь, если вот у меня команда, например, какая бы она ни была, я бы проводил один митинг в неделю. Вот, мне кажется, это достаточный объем, примерно час встречи. Он полезен для того, чтобы команду как-то на эмоциональном уровне объединить. Что мы вместе, мы заодно, вот я начальник, вы меня видите, я перед вами, я показываю вам чисто на биологическом уровне, что я живой, я заинтересован, мне нужно то, что мы делаем, мы все идем вперед. А дальше мы расходимся, и всю неделю люди занимаются своими делами, потому что они знают свои задачи. И митинги я не использую для постановки задач. Это неправильно на митингах ставить задачи. Это потеря времени, потому что пока одному ставишь задачи, остальные сидят слушают. Зачем им это знать? Зачем мне на митинге с начальником знать, какие задачи он ставит моему коллеге? Зачем мне это слушать? Меня это не касается. У меня есть свой фронт работ. Он мне его определил. Он может его мне определить через e-mail, через тикет-систему, через, не знаю, чат в Телеграме или в мессенджере Max. Где угодно. Но зачем встречаться для этого? Опять же, у меня есть статья на блоге, которая называется, называется так. Митинги – это легализованный грабеж. Это дословное название статьи. Митинги – это место, где сотрудники грабят компанию. Компания им платит за работу, а они забирают деньги, получаемые за время рабочее, и тратят эти деньги на пустую болтовню. Потому что в основном это происходит почему? Потому что они неграмотные, они не знают, как по-другому поставить задачу. Они не знают, как по-другому управлять людьми. У него есть 5 человек в подчинении, он сам не соображает, как поставить задачу. Ему нужно, чтобы на митинге все вместе как-то обсуждали, и задача как-то сама поставилась. Ему нужно, чтобы произошло все само автоматически, потому что он некомпетентен в этом вопросе. Он не может сесть спокойно с утра, открыть записную книжку и написать: Петя сделает вот это, Вася сделает вот это, Коля сделает вот это, а Маша сделает вот это. И потом взять список и каждому разослать и сказать: Коля, задача такая-то. Когда закончишь, сообщи. Это страшно, взять на себя ответственность, так разбить задачи и так четко их поставить. А если я не прав? А если я неправильно задачу ставлю? А если Коля откажется? Я ему поставил, а он скажет: так это надо было Васе давать. А мне это зачем? Я в этом не разбираюсь. Все, сел в лужу командир. А так на митинге вроде и непонятно, кто сел в лужу. Он скажет: Коль, может ты? А Коля скажет: да я не могу. А Вася скажет: ну давайте я. Он скажет: точно, давай ты, Вася. Вот вам весь менеджмент. То же самое технические митинги, на которых обсуждаются архитектурные вопросы. Давайте сделаем архитектуру. Никто не умеет рисовать UML-диаграммы, никто не умеет описывать архитектуру словами, никто не умеет делать прототипы рабочие. Все умеют только разговаривать и во время разговора уходить от ответственности. Никто не видит, что вы чего-то не знаете. Никто не видит, что вы не разбираетесь. Вы в таком вот общем болоте варитесь, и как будто все это выглядит, как будто работа идет. Некомпетентность на многих уровнях, но прежде всего это идет с головы, с начальства. Оно трусливое и некомпетентное. Много раз вам говорил. Начальство в основном трусливые и некомпетентные люди. Вы должны это понимать. Он боится принимать решения, он не знает, какие решения принимать, но жрать хочет, он же начальник, зарплату большую хочет. Вот он добрался до этого места, и дальше ему нужно выживать на этом месте. И он собирает митинг. И чем длиннее митинг, тем для него лучше. Не ходите на митинги, попробуйте их бойкотировать, саботировать. Вас зовут на митинги, а вы не идите, скажите: дел много. Посмотрите, что сможет сделать ваш начальник в этом случае. Так, и давайте еще один вопрос философский.
Тут был такой вопрос, он был длинный, длинная предыстория. Начиналась она с того, что отсылка к моим предыдущим разговорам о том, что я говорил в нескольких своих роликах о том, что отношусь негативно к частной собственности, приводящей к пассивному доходу. Ну, например, владение квартирой. Человек работает, покупает квартиру, а потом ее сдает и на эти деньги живет. И я очень негативно отзывался об этом и призывал таких людей, судя по автору вопроса, и, в общем-то, я не отказываюсь от своих слов, призывал таких людей, значит, карать, истреблять, наказывать и так далее. Называл их кулаками. Ну и человек пишет, автор вопроса пишет свою историю. Он говорит, я программист, честно работал, не 1 год, много работал, заработал деньги, купил квартиру, а то и несколько квартир. И теперь сдаю эти квартиры и получаю доход, сравнимый с тем, который я получаю как программист. У меня получается 2-й доход, пассивный. Зачем вы меня предлагаете раскулачивать? Зачем вы предлагаете у меня забрать квартиры? Какая в этом логика? Вы же, если так будете действовать, пишет нам автор, вы потеряете людей, которые хотят трудиться. Они все разбегутся, разъедутся из вашего лагеря социалистического, в котором частной собственности не будет, и вы будете раскулачивать тех, кто трудился честно. Ну и вопрос звучит так. Интересно, готовы ли вы сами оказаться в роли такого кулака, которого предлагаете раскулачивать? Или, как многие отцы коммунизма, вы предпочитаете агитировать за революцию, а участвовать в ней удаленно? Начну с конца. Да, я, как многие отцы коммунизма, предпочитаю агитировать удаленно, безусловно. Я не хочу, чтобы меня кто-то раскулачил, даже не думайте об этом. Я такой же, как и вы, я с удовольствием куплю квартиру и буду ее сдавать. Супер, мне это очень нравится, это кайф. Но давайте посмотрим на эту ситуацию вот не на вашу личную и не на мою личную, а вот давайте шире, на социум посмотрим. Вопрос же философский, вы же не о себе и не обо мне речь, а вот в целом. Вот давайте представим, сузим эту ситуацию до небольшой. Вот мы приехали, три товарища, приехали в лес ловить рыбу, провести несколько дней на рыбалке. Один ловит рыбу, вы, автор вопроса, ловите рыбу. Я варю уху, а наш товарищ 3, он моет посуду 1 день, 2 и 3. Я больше ловить ее не буду. Вы теперь будете меня кормить, ну, жить-то надо продолжать дальше, да? Вы будете теперь ловить рыбу, нас 2 остается. И вы будете варить уху, и вы же мыть посуду. А я, поскольку я 3 дня подряд ловил рыбу, я уже наловил ее, и я выбываю из производственного процесса. Я больше не трудовой ресурс. Осталось 2 участника трудового процесса. И мы говорим, окей, ну такие правила, да, он действительно работал 3 дня, он такой молодец. Ну теперь вот он заслуженно будет иметь пассивный доход. То есть он теперь будет лежать на пляже, смотреть в небо, а мы будем выполнять ту же работу. Работы-то осталось столько же. Мы будем и рыбу ловить, и уху варить, и посуду мыть в том же объеме. Но рук у нас рабочих стало меньше на 1. Что в итоге мы получаем? Мы получаем меньше еды, поскольку мы меньше приготовим, меньше словим рыбы, меньше наварим ухи. Условия жизни будут хуже, посуда будет немытой больше, поскольку мы вывели из строя 1 человека добровольно. И с этим все согласились. Вот это же и происходит, когда вы, накупив себе квартиры, выходите из трудового, из трудовой обоймы. Добровольно. Не потому, что вы на пенсию выходите. Если бы на пенсию, нет проблем. Один выходит на пенсию, поступает новый молодой ресурс, мы нормально заменяем. Один вышел, молодежь подтянулась. Тогда мы, те, кто вышли на пенсию, мы их докармливаем, мы на них работаем, но молодежь включается. Но вы здоровый человек. У вас в голове такая идеология, что вы считаете себя вправе выбывать из трудовой вахты, просто потому, что вы уже в прошлом наработали. Лично вас понять можно, и меня тоже. Я бы с удовольствием бы, да, рыбу не ловил бы, а уху бы жрал каждый день. Ну что, плохо разве? Супер. Но посмотрите на это в целом. Если так будут мыслить миллионы, то в итоге будут массовое выбывание трудовых ресурсов из общего котла. Именно с этим и боролись
те вот коммунисты, которые вам не нравятся, те, которые кулаков этих как бы пытались с ними что-то сделать. Ну, с перегибами, безусловно, все было не так радужно, как я описываю. Но суть в том, чтобы убрать из сознания человека ощущение, что можно безнаказанно выбыть из общей вахты. И сказать, а теперь я работать не буду. Почему? Ну, потому что я уже поработал. У меня еще есть силы, я еще здоровый мужик, я еще взрослый. Но работать я больше не хочу. Я хочу пассивный доход. Да вы не просто лентяй, вы враг, вы контра. Таких точно стрелять надо. Если действительно человек убежден в этом, что он здоровый, полон сил, может уху жрать, а рыбу ловить не будет. Ну вот вам максимально утрированное отношение к такому элементу. Вы мне скажете, если так не сделать, да, если не дать возможности людям поработать, а потом не работать, а все равно уху есть, то никто работать не будет. Да? Все будут такие, ну, я тогда вообще не буду работать. Раз вы не даете мне возможность потом отдохнуть, раз вы не даете мне возможность заработанное вложить в квартиры и стать рантье, который сдает квартиры в аренду и получает доход, то я вообще работать не буду. Да? Я просто трудиться не буду с самого начала. Я даже не стану на трудовую вахту. Я вот сразу буду тунеядцем. Были и такие. Их тоже в тюрьмы сажали. Потому что эта философия тоже вредна. Он-то все равно питаться будет. Этот, который совсем работать не хочет. Он же где-то будет брать еду. Он же не на улице будет спать. Он будет жить за наш счет. То есть кто-то все равно уху сварит. Понимаете? Кто-то это сделает. Но это будете не вы. Почему? Потому что вы выбыли. Добровольно. А закон вам это разрешил. Такие приняты законы, что вы можете купить квартиру и стать собственником, который сдает ее в аренду. И мы все принимаем это, и не просто законы, и социального осуждения нет. Никто не против. Все кивнут головой и скажут, ну здорово, молодец парень, работал 10 лет подряд, честно работал, заработал, не украл, купил квартиры, ну теперь может отдохнуть. А то, что ему 35 лет, и он уже отдохнуть хочет. Ни у кого не возникает вопрос на этот счет. А почему такое произошло перераспределение? Он уже рыбу не ловит, а будет еще есть и есть и есть еще много десятков лет. Понимаете логику? Так, ну мы посмотрели вопросы, которые были в Телеграме. Давайте посмотрим вопросы из чата в YouTube. Может быть, здесь что-то было интересного. Ну, смотрите, у нас без лагов вроде бы мы справились сегодня. Час 15. Это все сила нового VPN, который мы используем. И он, видите, более-менее стабилен. Так. В каком направлении смотреть тест Automation Engineer, чтобы оставаться на коне? Может, у вас есть какие-то наблюдения? Читайте книгу Angry Tests. Там наблюдений под 300 штук. Очень многое вам придется по душе. В рамках какой методологии вы с коллегами работаете? И дальше варианты. Agile, Scrum, Kanban, Safe. Нет, у нас своя методология, которая в Xerocracy имплементирована. Она отличается от всех вышеперечисленных одним ключевым фактором, одной особенностью. Мы платим только за результат. Возьмите любую методологию в мире, которую бы вы не нашли, любую управленческую методологию, и посмотрите, как там оплачивается работа. Это ключевой вопрос. Что бы вам ни вешали на уши специалисты по сейфу, канбану, они все рассказывают, упуская главное. Главный вопрос. Как компенсируется труд? Как мы платим? Если вы возьмете какого-нибудь скрам-мастера, супер сертифицированного, и зададите ему этот вопрос, он вам скажет, ну как, зарплата у всех. Все получают зарплаты, отстаньте. Этот вопрос мы не обсуждаем. Мы этого, как он называется? Ну, эти митинги, которые, господи, в конце устраиваются, забыл слово. В общем, когда они закончили спринт, у них как-то эти митинги называются, reflection, не reflection, когда они и так далее. Всю эту вам ерунду расскажут, но главный вопрос, окей, как мы платим за работу? Он скажет, никак, в кассе все получают одинаковые деньги. А если все получают одинаковые деньги, никто работать не будет. Никто не хочет работать, не будучи в справедливом соответствии между вкладом и результатом. Каждый хочет вложить больше и получить больше.
тогда есть интерес работать. А если ты поработал больше, зарплата пришла, поработал меньше, та же зарплата пришла. Ну какой естественный вывод сделает любой нормальный человек? Конечно, будем работать меньше, потому что зарплата и так приходит. И весь менеджмент, весь современный менеджмент упускает из виду этот ключевой вопрос. Опять же, зададимся вопросом, почему так происходит? У меня ничего, кроме конспирологии, не приходит на ум. Значит, это все нужно так, чтобы было, чтобы вся эта биомасса на планете, она не созидательно трудилась в направлении построения чего-то, а чтобы она просто существовала, обслуживая чьи-то интересы в таком мягком, таком мирном формате. То есть никто ни на какой прорыв не хочет идти, никто никакие трудовые цели себе не ставит, никто не хочет ничего достичь от людей, никто не хочет, чтобы люди горели своей работой, никто не хочет, чтобы они рвались вперед в трудовом смысле. Поэтому нам всем принесли систему одинаковой оплаты, систему уравниловки. И в капитализме она такая же. Ну, сейчас везде капитализм. Вот с этим нужно бороться, а не названия придумывать. У нас скрам, канбан, шмамбан. Задайте вопрос своему менеджеру. Можно сделать так, чтобы я получал больше, чем Вася, потому что я в 2 раза больше сделал, чем Вася? Вот на этот вопрос пускай он ответит. А потом уже канбан и все остальные умные слова. Так, дальше еще парочку вопросов, и мы закончим. Ну, давайте вопрос из Телеграма выберем финальный, он такой тоже интересный. Звучит он так, хотя за него почему-то не проголосовал почти никто, но тем не менее. Следующий вопрос. Полезен ли ИИ в поиске спутника жизни? У нас обычно вопросы про любовь в конце. Вот нас спрашивает читатель. Может ли нам искусственный интеллект помочь в поиске спутников, в поиске любви? Сможет ли он сделать базовый матч по заданным векторам и сделать нас хэппи в ближайшем будущем? Думаю, что сможет. И по базовым векторам поиск может сделать, и даже хэппи нас может сделать. Но хотим ли мы этого? Хотим ли мы в этом вопросе идеального мэтча? Хотим ли мы качества в любовном вопросе? Кажется, что формулу любви, которую еще граф Калиостро искал в известном фильме, ее, если и можно найти, ее можно найти во времена искусственного интеллекта, да, можно найти для меня и для каждого из вас где-то в мире человека, женщину, мужчину, который максимально подходит, который подойдет нам и на психологическом уровне, и на интеллектуальном, по всем характеристикам. Но кажется, что ошибки в этом выборе, они больше умиляют и даже вдохновляют, чем отталкивают. Это все-таки не программирование. В программировании мы хотим избегать ошибок. Нам нужна точность и нам нужен качественный матч. В вопросах любви хочется больше непредсказуемости, больше ошибок и больше конфликтов, больше трудностей, больше борьбы, пускай даже бесполезной и подчас ни к чему не приводящей. Так, ну все, на этом мы закончим. Я вас опять задержал дольше обычного. Спасибо, что пришли. Спасибо, что были со мной. Приходите в следующий раз. В Телеграме задаем вопросы. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайк под YouTube каналом. Это помогает нам делать его популярней. На этом все.